Доброго всем времени суток, добро пожаловать на канал Таро Гадание Инфо. Спасибо вам за то, что вы со мной, за вашу поддержку, за ваши замечательные комментарии, лайки, подписки, благодарю вас. Тема сегодняшнего расклада. Чем ты привлекаешь и влюбляешь в себя? Для начала, девочки, делаю вашу сигнификацию. Если резонирует, вы себя узнаете. Значит, смотрим расклад до конца. Один вариант. Итак. Какая девочка пришла на расклад? Какая вы? Это клетка, ограничения. Ох ты мой, что-то у нас тут оборотни. Он же Гога, он же Гоша, он же принц какой-то. Принц-оборотень. Ну, не знаю, я эту карту не буду вытаскивать, но почему-то тут эта карта сплетен. Ладно. Рядышком. По поводу какого-то принца, который оказался совсем не принцем, да? Карта оборотень. Этот человек пытался казаться вам одним, потом скрылась его какая-то натура, да? Скрылась истинная суть этого человека. При этом, может быть, через какие-то новости, там сплетни, как-то правда всплыла. Вообще сочетание какое-то не совсем сочетаемое, сплетни и правда, да? Но, наверное, в этих сплетнях была и часть правды. Так, какая вы? Угу. Так, первая карта. Клетка ограничения. Это ваша болезненная мужчина. Ну, смотрите, так, со стороны мужчины вполне возможно, если мы смотрим, какой-то мужчина, вам он интересен. Я думаю, в прошлом у кого-то и сейчас даже вы могли испытывать к нему очень нежные чувства. Тут могла быть любовь, влюбленность, увлечение. Мужчина интересный, социально вкусный продукт, ресурсный. У кого-то не свободен, у кого-то, ну, тут... может быть, интересен многим еще женщинам, скажем так. Цену себе знает. У кого-то ограничения у этого мужчины, я специально доложила. Если не свободен, то там материальный фактор имеет огромное значение. Для него это скорее его зона какая-то комфорта. Если для вас какие-то ограничения, в любом случае, может быть, ограничение это связь с ним имела... В принципе, да, как будто были трудно реализуемые отношения или порицаемые в обществе. Почему-то для вас это какая-то болезненная история, очень болезненная. Скорее всего, вы пострадали. Для вас это прошло все совсем не радужно, да? Болезненно все. Так, оборотень, он... В чем это? Что за оборотень? Сейчас, девочки. Смотрите, давайте так, чтобы на бедного мужчину прям я, как говорят, всех собак не спускала. Не буду говорить, что он тут такой прям плохой, это он такой вот тут прям оборотень. У кого-то просто мужчина мог вам давать какие-то двойственные сигналы, скажем так. Если он не до конца доразведен, не до конца определился, он мог, знаете, то ли на двух стульчиках сидеть, то ли не хотел терять вас. Уж не знаю, какой аэродром, запасной, не запасной. Но я думаю, вы ему были интересны, это 100%. И он точно не хотел вас терять. Но тут вот в чем... В чем какой-то нюанс, девочки, в том, что на вас выпала карта развилка. То ли, ну, у мужчины еще был выбор из кого-либо, то ли у вас тоже мог, кстати, быть выбор. Ну, наличие опять этих самых пресловутых четырехугольников. И история с ним изначально могла быть очень как-то радужно вами восприниматься. Карта звезда. Вы могли идеализировать его отношения с ним.
мечтать о них. Звезды это мечты. Вот с ним вместе как-то связаны, может быть, опять эти какие-то радужные надежды, иллюзии, ожидания. Но потом, девочки, вот как будто бы... Дело в том, что изначально, вроде бы, мужчина, я не могу сказать, что он прям плохой, или он прям как изначально, вот прям оборотень и картолет. Будто бы он и не хотел, может быть, там, причинить вам боль. Да, вот давайте так скажу, нейтрально. Но вот по поводу вот этой мечты, он мог создавать у вас иллюзию чего-либо, то ли иллюзию возможных этих построений дальше, построения этих отношений каких-то. Но опять-таки вы видели, может быть, и желали один формат этих отношений, а он вообще другой вкладывал значение во взаимоотношения с вами. Ну, вот так вот. Я почему-то говорю, потому что тут карта ключик. Вы как будто бы искали ключик к этой мечте, шли к ней. Может, прикладывали усилия, может, надеялись. А дальше вы столкнулись карта сущность. То ли, как знаете, вот как прям с истинным, то ли лицом этого мужчины, то ли вскрылась вот правда, допустим, как он смотрит на эти отношения. То есть вы там, допустим, мечтали выйти за него замуж, деток родить, а вы могло вскрыться, что для него это всего лишь какие-то яркие отношения, да, какая-то, может быть, страсть, но он и не планировал дальше переводить во что-то серьезное более. Вот тут какая-то сущность или этого человека вскрылась, вот так вот. И к чему это все? К тому, что карта бездействия в отношении вас, скорее всего, человек не готов был совершать каких-либо поступки. Ну, и вы явно это могли считать как предательство, как обесценивание той самой любви. Так, давайте теперь о вас. О вас, женщина, повторюсь, которые важно любить, можете любить. У кого-то до сих пор привязанность к этому человеку так и не прошла. Вы где-то можете за ним подглядывать, наблюдать. Может, наблюдать, анализировать. Но уже вот этот накал какой-то страстей и боли какой-то в связи с тем болезненным, опять таким уроком тут, он уже, накал страстей упал, снизился этот градус. Карта гармония говорит о том, что вы где-то, может быть, в какой-то мере, если можно сказать так, успокоились, по полочкам все разложили. Можете за ним наблюдать, те же расклады смотреть в отношении него. Можете реально в жизни, да, там информацию периодически какую-то узнавать о нем. Но это не приносит вам уже там вот этих каких-то болезненных таких эмоций. Скорее всего, вы научились уже держать и себя, и эти свои эмоции все под контролем. Вообще женщина, тут у меня выбрана как будто бы такую позицию, я у себя одна, я должна себя беречь, хватит, может быть, давать энергию, хватит в иллюзиях каких-то находиться. Как будто бы, мне так кажется, что женщина, вы в данном случае, пришли к осознанию того, что нужно позаботиться о себе, о своем здоровье, о ментальном, о своем эмоциональном. Ну, вот как-то так. И вы на правильном пути. Но у кого-то остается все-таки еще, знаете, иногда искушение одним глазиком посмотреть, а что же там у этого мужчины. Так, вот смотрите, отчасти гармония, почему вы выбираете вот это такое состояние, не эмоциональные качели, не какие-то иллюзии, надежды, тут может быть уже ничем не подкрепленные. Почему? Потому что вы говорите бесплодно, уже карта огонь, вот там, может быть, эмоционировать, может быть, даже ревновать, какие-то претензии предъявлять. Вообще, вот как будто бы, это бесплодно, это ни к чему не приведет. Почему? Потому что тут кто-то, скорее всего, то ли мужчина, карта подчинения, цепи на шее, он, то ли осознанно он выбирает там или другую жизнь, другую женщину, или в принципе он как будто бы, он уже подчинен, но явно это не вам, он подчинен, девочки, как будто бы, может быть, подчинение в плане, человек смирился с какими-то ограничениями, которые есть, или человек выбрал, свой путь, дорогу. Тут как-то так. Подпишись на канал и поставь лайк. Не стесняйся.
Давайте посмотрим теперь, чем вы привлекаете и влюбляете в себя. Итак, чем вы привлекаете и влюбляете в себя. Так, чем привлекаете и влюбляете в себя. Чем привлекаете и влюбляете в себя. Чем привлекаете и влюбляете в себя. Чем вы привлекаете и влюбляете в себя. Чем вы привлекаете и влюбляете в себя. Начинаем. Ух ты, какая красота. Девочки, ну тут энергетически очень своеобразная женщина, такая наполненная, яркая, позитивная. Сейчас. Ух ты, ё-моё, какие карты тут в конце страшные. Как это все прочесть? Ага, понятно. Так, смотрите, начнем. Вас видят вот по карте феечка, знаете, это, можно сказать, конечно, необычная, необыкновенная, волшебная. Нет мира сего. Выдающаяся, выделяющаяся из толпы девушка, может быть, которая видит мир окружающий более ярким, более сказочным, может быть, даже более положительным, ну, может быть, даже, можно сказать так, более как-то иллюзорно в розовом цвете. Лучше людей, может быть, вы видите, наделяете их какими-то качествами, которыми они не обладают. То есть идеализация где-то этого мира, этих людей. Для большинства, допустим, мир окружающий будет черно-белым, серым каким-то, да. С утра люди бегут на работу, опаздывают, и в голове, ну, как черно-белое кино. Особенно если это там зима, ну, осень нет, наверное, зима. Вот почему-то мне вот как будто бы как кино, черная земля, да, какие-то деревья без листвы, да, и белый снег, допустим, да, вот черно-белое какое-то, и люди спешат на работу, то вы даже вот в этом во всем вы будете замечать яркие краски. Может быть, спешить на работу также, да, но при этом где-то заметите там ребенка, который улыбается, там смеется, увидите там, уж не знаю, почему-то мне в голову пришла, ну какой-то котенок сидит, опять-таки он не черно-белый будет, он может быть с какими-то, уж не знаю, рыжие точечки на нем. Но смысл, девочки, того, что в принципе вы видите и траву зеленее, и солнце ярче, вот тут что-то такое. И это видение мира, оно во всем, оно же передается окружающим. И тут опять-таки какой-то более философский, может, взгляд на жизнь привлекаете этим. Вот эта карта в сочетании с этим говорит о том, что вы всегда ждете чего-то лучшего от мира, оптимистка, да, другими словами. По карте звезда привлекаете и влюбляете, но тут и в первую очередь интеллект по звезде, да, интеллект, но в сочетании с этим вы остаетесь вот этой маленькой девочкой, которая с этими распахнутыми глазищами, да, и для которой все в радость, все в новинку, там, уже не знаю, даже что-то мне в голову пришло, да, пирожок какой-то вкусный купили где-то, не знаю, в ларьке в каком-то, не знаю, в кондитерскую зашли, там кто-то на ходу этот пирожок съест и даже вкус не ощутит, а вы там будете восхищаться, восторгаться, еще 1000 раз спасибо скажете, да, людям. Позитивная, очень позитивная.
Карта звезда, девочки, многие ведомы миссией какой-то, вот видение себя в этом мире, хотите оставить след в хорошем смысле, не наследить, да, в грязной обуви и в жизни других людей, а действительно хотите, может, это не о гордыне, нет, не о желании самоутвердиться. Эти карты, как будто бы вы говорите о том, что если есть у меня возможность, я могу чем-то помочь людям, хотя бы добрым словом, я это сделаю. Так, тут вот эта карта говорит о том, что мужчины вас воспринимают, такая вот какая-то, вот по этим картам идет как легкость. То есть женщина, которой можно пофлиртовать, женщина, которая может поддержать беседу, причем легкую такую какую-то, знаете. Но тут флирт, тут карта женщины, которая на самом деле может и как-то провокационно себя вести, но это не переходит там какую-то грань. Но этим привлекаете, женственная очень. При этом, девочки, вот вас воспринимают очень неглупо. По звезде это, повторюсь, ну, кстати, наличие талантов еще, способности сюда по звезде. И тут же, видите, шахматная доска, то есть доска, девочки. Ладно. Игра, карта. То есть вы можете, ну, по мнению окружающих, ну, то есть при наличии какой-то вот такой детскости, яркого это восприятия мира, непосредственности даже какой-то, вы на самом деле очень не глупо, и им кажется, что вы можете тут, ну, не знаю, что ли, многоходовочки вряд ли вы какие-то тут продумываете, но, по крайней мере, интересный собеседник. И карта игра все-таки это как будто бы с вами интересно, может быть, даже в долгую строить отношения. Может, можно чему-то от вас там научиться новому. Ну, очень не глупая, скажем так. Ну, и им кажется, что вы на самом деле можете вести свою какую-то игру. Ну, тут нет рядом карт каких-то подлости, то есть тут скорее как мудрость ваша и умение где-то, ну, хорошо, в социуме, ну, как-то себя, ну, даже не то, что там отстаивать, а, ну, как будто свою игру даже вести. Но я повторюсь, при этом это как-то легко, так как-то у вас получается. Так, дальше. Шут, обида, страсть. Тут интересно. Так. Вот тут карты вот эти вот все. Говорят еще, чем вы привлекаете и влюбляете. Говорят о том, что в вашей жизни очень много было, допустим, тут как будто в отношении вас могли тут и применяться очень некрасивые кто-то методы, да, карта грязь, карта развал. Это о том, что осознанно вам могли вредить именно в любовной сфере почему-то. Именно вот ваше желание с кем-то может выстроить взаимоотношения, как будто бы за вами кто-то тут наблюдает замочную скважину, подсматривает, вот как будто бы желающие, мне такое, ну это, не знаю, зависть, не зависть, ну тут, ну были желающие, которые не хотели, чтобы у вас там все было идеально, скажем так. И при всем при этом, мне вот, если сочетание вот этих карт говорит о том, что как бы люди не старались, как бы не пытались там палки колеса вам ставить, тут даже карта грязь и развал, это может быть какие-то гадости про вас говорили, то ли вашему избраннику, то ли потенциальному, да, если это женская ревность, то могла там соперница этому же вашему там какому-то мужчине про вас гадости наговорить, сплетни какие-то, тут могли прикладывать усилия, но при этом вот по пажу жезлов, то вы привлекаете и влюбляете, что несмотря на все это, вы готовы, ну, где-то с нуля начинать вновь и снова, и, может быть, строить там с одним мужчиной не получилось, через время со вторым вы пытаетесь, опять-таки, даже не боясь там, знаете, там печальный опыт какой-то, тут могла быть обида у вас, и тут карта шут дурак, это вот несмотря на какие-то обиды, несмотря на там, понятно, что там страх неудачи у всех у нас присутствует, но по шуту вы все равно идете в новое, можете знакомиться, да, и даете себе шансы. Тут карта страсть, вот как будто вы можете там обижаться на какого-то мужчину, одного, второго, допустим, ладно, этот опыт вы проходите,
но потом в страсть вот, встречаете, влюбляетесь в кого-то, и карта любовь. Вы даете шансы сами себе. Вот тут это тоже важно, потому что некоторые, да, или же в одних отношениях могут подвисать долго, которые не приносят удовольствия по факту уже, и люди перерастают уже, ну, там, не знаю, то ли взаимоотношения, то ли партнеров, то ли они могут печальный какой-то опыт, болезненный, и потом они сами себе уже не дают эти шансы. А вы привлекаете и влюбляетесь тем, что как бы там, ну, понятно, какие бы ни были печальные там обстоятельства, там какой-то опыт предательства, обмана, у всех у нас это было. Какая вот обида мне была, там, может, на партнера, там, еще на что-то, в принципе, на мужской род, да. Подпишись на канал и поставь лайк. То тут показана дальше карта вот страсть, вот все равно потом накрывает все, и карта по влюбленным, вы вот влюбляетесь, расцветаете, вы очень привлекательны для мужчин. Ну, вот так вот, и опять-таки, как будто бы по пажу жезлов с нуля начинаете, вот как будто вы, знаете, не то что как последний раз, да, ну, опять как с чистого листа. Так, мне так идет. Все-таки хотела вот это спросить. Тут, я так понимаю, что ваши недоброжелатели какие-то стараются. Карма. Дерево. Разбитое сердце. Крест. Вот смотрите, ваша карта, карта вопрошающей. О чем это? Ну, в принципе, девочки, давайте так, я не буду говорить, что именно в вот этих каких-то любовных историях какой-то болезненный опыт, это, ну, какой-то эксклюзивный опыт, да. В чем-то, наверное, как у многих. Смотрите, ваша карта говорит о том, что у вас болезненный вот этот опыт был. Где-то именно эта карта насчитывается, смотрите, девушка, и вдоль спины у нее как тут прям как разлом, да, вдоль позвоночника такой. Это говорит о том, что где-то девушка теряет опору на саму себя, теряет себя, может быть, растворяется в любимом, может, на какой-то пьедестал ставит мужчину. Опять идет обесценивание, может быть, ее как, ну, самой себя. Вот, поймите правильно, да, вот этот опыт вы проходите. Опять-таки, карта змея, тут искушение, соблазны, но я спросила, тут основное, я спросила, о чем это? Тут карта развал, грязь, паук, замочная скважина, как будто бы за вами вот смотрят, и мне я же захотела понять, это зависть какая-то или о чем это вообще? Ну, какая тут закономерность, почему вы с этим сталкиваетесь. А тут мне такие карты, девочки, вышли. Даже я не могу сказать, что это прям настолько вот извне есть какое-то влияние. У многих из вас это, знаете, благими намерениями выслана дорога в ад. Тут у многих идет девочек карма. Где-то закон бумеранга. В данном случае закон, знаете, как это домино, да? Наше каждое действие ну да, действие, наш поступок влечет последствия. Вот как эту пластинку мы толкаем, и сразу вот череда, это как в нашей жизни все так складывается, одно за другим. Тут показана именно карта дерева, карта крест и разбитое сердце. У кого-то дерево это построение семьи, каких-то вот таких вот каких-то отношений стабильных. У кого-то это здоровье касается, здоровье, ну, физическое, ваше психическое здоровье, эмоциональное, да, вот это все сюда, карта крест говорит о том, что где-то даже можете упускать какие-то моменты, когда вы сами там, да, занижаете самооценку, занижаете, могли бы там, ну же не знаю, даже боясь там с мужчиной как-то, ну, дать отказ или дать иногда, ну, знаете, какую-то
реакцию такую, которую вы хотите дать, а потом, может, в моменте не решаетесь так ответить, да. Это может быть какие-то то ли родовые программы, то ли с детства вот эти вот вбитые какие-то установки, то ли, ну, сами подумайте. Тут карта, вот крест, это как у многих уже идет разочарование в семейной жизни, вообще в институте брака, где-то уже неверие даже в то, что вы можете, ну, с мужчинами даже построить какие-то те отношения, о которых вы мечтали. Как-то так. Тут идет разбитое сердце. У кого-то отчасти карта Лилия говорит о том, что где-то вы слишком были доверчивы, наивны. Потому что Лилия — это чистота, чистота помыслов. Где-то, ну, не готовы были каким-то, ну, не знаю, серьезным каким-то, может быть, испытанием. Может быть, где-то повели себя, ну, не люблю это слово, да, инфантильно. Где-то, может быть, пошли на поводу там мужчина, если был, он себя так, как вам сказать, мужчина мог себя позиционировать там сильный, добытчик, властный, там мужчина, который берет ответственность, могли перекладывать ответственность за свою судьбу на этого мужчину. Вот тут как-то так. А потом, может быть, вот даже вы потом пожалели. Почему? Потому что не сами строили свою судьбу в полной мере. Да? Где-то, может быть, захотелось быть ранимой, женственной девочкой. Вот тут такое. Ну, в этом тоже отчасти. Это многим так хотелось бы, да, но за этим кроется и негатив. Это какая-то выученная беспомощность потом может приходить. Почему я так говорю? Потому что это карта Лилия и карта княгиня. Тут как будто бы у вас может быть и материальное положение неплохое. Вы можете там обладать какими-то, ну, не знаю, яхты, пароходы, но стабильностью можете. Но при этом какое-то разочарование в любви. Ну, как будто бы идет какое-то обесценивание даже. Неверие даже в себя. Может быть, у вас только этот процесс какой-то, где вы возвращаетесь к самой себе, к собственным каким-то желаниям. Может быть, даже вслух это проговариваете, чего вы хотите. Вот это только этот процесс как будто бы, может, запускается. Ладно, не знаю, почему-то он мне так пришло. Ну вот, и вы влюбляете и привлекаете отчасти вот этой какой-то своей ранимостью, да, если можно так сказать, открытостью по карте Лилия. Где-то, с одной стороны, вы как искушение по карте Змея, ну, привлекательно, сексуально, но в то же время по карте Лилия можете быть такой, я говорю, как ребенок, непосредственный, какой-то даже, ну, умилять какой-то наивностью девочки. Такое сочетание может быть. Ну, это привлекает. Но и у многих, я вам хочу сказать, вас все равно считывают очень по влюбленным, яркая, харизматичная, такая чувственная, вот это слово, чувственная женщина для любви. Вот как-то так, девочки. Кому было интересно, полезно, ставьте лайки, подписывайтесь. Спасибо огромное за то, что вы со мной. До новых встреч!